Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сочные, мягкие, интересные пирожки, напоминающие самсу, приготовим сегодня. Рецепт доступный, несложный. Проверьте свою подписку на наш канал и обязательно нажмите на все уведомления в колокольчике. Таким образом вы точно не пропустите новые видео. Давайте начнем. 250 мл теплого молока, температура 36-38 градусов. Размешиваем в нем 3 грамма сухих дрожжей. Высыпаем 6 граммов сахара, немного муки из общего количества и на муку высыпаем 5 граммов разрыхлителя для теста. Также в тесто идет 4 грамма соли. Хорошо размешаем. Начнем подсыпать еще муку, замешивая тесто до более густого состояния. Можно ложкой или обычной лопаткой. Теперь выливаем 50 граммов растительного масла. Снова перемешаем. Начнем месить тесто руками, добиваясь гладкой, мягкой и не липкой структуры. Всего муки для рецепта я отмерила 400 грамм. Но всю не пришлось добавлять в этот раз. Вижу по тесту, что хватит. Осталось всего 2 столовых ложки. Это 40 грамм. Тесто накрываем, ставим в теплое место на 30 минут. Пока тесто будет развивать свою клейковину, подготовим начинку. Нарезанную мелкими кубиками среднюю луковицу солим, перчим и мнем руками до появления сока. Никакой ложкой вы точно не добьетесь такого состояния, что можно сделать руками. Далее натираем на мелкой терке 2 сырые картофелины. В принципе, можно сделать начинку и без него, но с картошкой точно вкуснее. Добавляем фарш, здесь 400 грамм. Все тщательно перемешиваем руками. Попутно еще вливая для сочности холодную воду. Сколько возьмет мясо. Я добавила около 50 мл холодной воды. И практически картофель не ощутим, но начинка получается нежнее. Вот такая начинка в итоге. Сочная, вязкая. Пока убираем начинку в холодильник. Заранее смешаем крахмал и муку 2 к 1. Достаточно будет для теста 15 граммов муки и 30 граммов крахмала. Можно картофельный, я использую кукурузный. А также сразу смешиваем 2 вида масла. Это 50 мл растопленного сливочного и 30 граммов растительного, подсолнечное рафинированное. Тесто постояло 30 минут. За это время, конечно, оно не должно слишком подняться, так как дрожжи здесь выполняют роль разрыхлителя, делая его мягче. Тесто обминаем, делим на 10 частей. Кусочек чуть меньше теннисного мячика. Если точно по весу, то 67 грамм. Вышел каждый. Кусочки теста округляем в ровные шарики. Накрываем еще на 10 минут для эластичности теста. Затем шарики из теста обваливаем обильно в крахмале с мукой, слегка растягивая руками. Раскатываем каждый кружок теста еще тоньше. Пересыпаем мукой с крахмалом, складываем друг на друга. Мука с крахмалом будет препятствовать склеиванию кружков теста между собой. Теперь берем по 2 кружка, которые еще дополнительно прослаиваем мучной крахмальной смесью. Начинаем тонко раскатывать вместе. Таким образом можно добиться более тонкой раскатки лепешек. И на все раскатывание уйдет, конечно, в 2 раза меньше времени.
Не советую больше лепешек раскатывать вместе, есть вероятность, что после вы их просто не сможете хорошо разделить. Тем временем отделяем 2 пласта теста. Смотрите, насколько тонко получилось раскатать. Можно еще слегка растянуть дополнительно руками. И следите, чтобы края теста были такими же тонкими. Вновь перемешаем смесь масел и с помощью кисточки смазываем каждый круг теста. Не слишком много, но при этом не экономим. Поверхность должна быть хорошо смазана. Переворачиваем тонкое тесто, смазанной стороной вниз. На середину распределяем начинку. Я уже заранее ее поделила на 10 равных частей. Точный вес 87 грамм. Собираем края теста к центру, перекручиваем пару раз у основания начинки и выворачиваем остатки теста, расправляя красиво все складки. Перевернем самсу пирожок. Как видите, все тесто промазано маслом, поэтому слои будут точно хорошо отделяться. Собирая складками края теста к центру, завершим сборку самсы. Вот так красиво уже получается. Диаметр около 30 сантиметров, плюс-минус. Собираем края теста кверху, перекручиваем у основания. Кстати, если сделать один оборот, то в середине получится еще отверстие. Тоже выглядит красиво. Переворачиваем, собираем края к центру и готово. Раскладываем самсу с фаршем и картофелем на противень с пергаментом. Пергамент использую силиконизированный. На самом деле можно даже и без пергамента, самса точно не прилипнет, так как тесто промазано маслом. Смазываем сверху остатками смеси из 2 масел и ставим в заранее разогретую горячую духовку. Так как начинка сырая, температура выпечки 180 градусов и время выпечки около 40-45 минут до румяного цвета. С готовой начинкой температура должна быть 200 градусов, время около 25 минут. И смотрите, все готово. Как же вкусно пахнет, и вид у такой самсы очень оригинальный. Подаем сразу. Тесто слоистое, тонкое, мягкое. Пока еще с пылу с жару хрустит. После остывания, конечно же, становится мягче. Внутри сочная начинка, в которой картофель даже практически не заметен, но при этом придает мягкий вкус. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь рецептом с друзьями. Жду ваши комментарии, все это помогает в развитии канала, за что вам огромное спасибо. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, пока!